Привет! 1,5 года назад я стал обладателем робота-пылесоса Roborock S5 Max. Это был мой первый робот для уборки и, признаюсь честно, на тот момент я немного скептически относился к подобного рода устройствам. С одной стороны, было бы действительно здорово тратить меньше времени на домашнюю рутину, а с другой абсолютно не было понимания, насколько качественно с ним может справляться робот. Как оказалось, задача эта вполне ему по силам, и сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что отказаться от такого устройства практически нереально. Недавно ко мне на обзор приехал обновленный флагман компании Roborock, модель S6 Max V, и судя по заявленным характеристикам, это один из самых технологичных пылесосов на рынке. Он умеет делать влажную и сухую уборку, строить сложные схемы помещений, а еще его оснастили, пожалуй, самой интеллектуальной системой навигации, умеющей распознавать предметы на полу. О том, что из себя представляет новый Roborock и как он работает, я попробую рассказать в этом видео. К техническим моментам мы перейдем чуть позже, а начнем обзор с комплекта поставки. Итак, в коробке вы найдете блок питания, зарядную док-станцию, пластиковую подложку для парковки пылесоса, насадку для влажной уборки, запасной HEPA-фильтр и инструкцию. Внешний аппарат ничем особенным не выделяется на фоне большинства роботов-пылесосов. Он облачен в круглый корпус из черного матового пластика. Сборкой материалы качественные, чувствует, что производитель на этих вещах не экономит. Впрочем, оно и понятно, пылесос все-таки не из дешевых и позиционируется как премиум устройство. На верхней панели расположился навигационный лидар и 3 механические кнопки управления. С их помощью можно включить пылесос, отправить его на зарядную станцию и запустить уборку отдельной зоны. Главное отличие от предыдущего поколения пылесосов Roborock – двойная камера, расположенная на демпфирующем бампере. Именно благодаря ей устройство умеет распознавать объекты, находящиеся на полу, и аккуратно их объезжать. В этой модели уже загружена база с определенным количеством предметов, но важнее, что пылесос этим не ограничивается, в процессе он обучается и может запоминать новые типы предметов, которые могут так или иначе мешать уборке. При этом искусственный интеллект работает таким образом, что чем больше предметов на своем пути он встречает, тем быстрее учится их распознавать. Пылесборник находится под верхней крышкой, его емкость составляет 460 мл, и в моем случае этого было достаточно, чтобы убрать квартиру площадью 50 квадратных метров, хотя здесь все зависит, конечно, от степени загрязнения. В передней части пылесоса расположился бак для влажной уборки. Он вмещает в себя 300 мл жидкости, чего должно хватить примерно на 200 квадратных метров помещения. В сравнении с Roborock S5 мощность всасывания выросла на 25% и теперь составляет 2500 паскаль. Это один из лучших показателей на рынке. Но на мой взгляд, самое главное, что от увеличения мощности никак не пострадала автономность. Пылесос, как и раньше, может работать 3 часа на одном заряде аккумулятора, и, разумеется, этого достаточно, чтобы навести порядок в абсолютно любой квартире, даже если у вас 5 комнат и общая площадь помещения переваливает за 200 метров. Ну а теперь предлагаю посмотреть, как работает это устройство, и для начала необходимо подключить его к фирменному приложению Roborock, поскольку большая часть настроек осуществляется именно через приложение. Процесс подключения прост и фактически одинаков у всех подобных девайсов. Запускаете приложение, создаете в нем учетную запись, далее выбираете модель вашего пылесоса и подсоединяетесь к Wi-Fi точке доступа. После этого происходит автоматический коннект с устройством. Процесс простой, интуитивно понятный и вряд ли займет у вас больше 2 минут. На главном экране программы отображается убранная площадь, заряд батареи и время, потраченное на уборку. Здесь же мы видим схему помещения, которую робот автоматически разделил на комнаты. Параметры уборки настраиваются достаточно тонко. Например, можно указать, какие комнаты или зоны следует убирать. В каждой из зон можно задать количество проходов пылесосом, на выбор предлагается значение от 1 до 3. Соответственно, если в помещении есть места, в которых скапливается больше грязи, можно настроить пылесос таким образом, чтобы он более тщательно их убирал. Еще на главном экране пользователь может выбрать один из 5 режимов мощности всасывания, а также один из 4 режимов интенсивности подачи воды. Причем эти параметры настраиваются для каждого из помещений индивидуально. Например, если в комнате ламинат или паркет, количество подаваемой воды можно уменьшить, а в помещениях с плиткой на полу, наоборот, увеличить. Пылесос умеет распознавать ковровые покрытия и автоматически увеличивает мощность, наезжая на них. 5-мегапиксельные модули камеры используются не только для навигации. Они умеют транслировать изображение на экран смартфона в режиме реального времени, тем самым давая возможность пользователю наблюдать за тем, что происходит у него в квартире. Пылесосом в этот момент разрешается управлять вручную, используя смартфон в качестве пульта.
Качество уборки традиционно для устройств Roborock находится на очень высоком уровне. Мощность всасывания 2500 Паскаль в сочетании с интеллектуальной системой навигации делают свое дело. Робот без труда справляется с мелкими и не очень частицами мусора, оставляя после себя идеально чистый пол. Система навигации также работает отлично, робот аккуратно объезжает любые препятствия, которые попадаются у него на пути, при этом не задевая их и никуда не врезаясь. Да, самостоятельно он может проехать не везде, и некоторые труднодоступные места все же придется мыть вручную. Тем не менее, такой аппарат сильно упрощает все процессы, связанные с уборкой. Еще в приложении можно смотреть состояние расходников и при необходимости настроить уборку по расписанию. Это вообще одна из самых полезных функций, на мой взгляд. В заданное время пылесос сам включается, сам делает всю работу, а затем возвращается обратно на док-станцию. Вам останется лишь опустошить мусорный контейнер. Голосовые помощники, кстати, тоже поддерживаются, и все указания устройству можно давать при помощи голосового ассистента Яндекса Алиса. Итак, в завершении нашего ролика хотелось бы сказать, что новый Roborock S6 Max V полностью оправдал мои ожидания. Это действительно топовый во всех отношениях робот-пылесос, который абсолютно заслуженно носит звание лидера в своем ценовом сегменте. Он обладает крутейшей системой навигации, камера и лидар сегодня это действительно лучшее решение, плюс у него чрезвычайно богатый функционал, удобное приложение и высочайшая мощность всасывания. Так что если вам нужен надежный и функциональный пылесос, рекомендую обратить внимание именно на Roborock S6 Max V. Скорее всего, он вас не разочарует. Но на этом, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели geekinsight.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока.